Я товарищу отдал свою 300-ку, а в аренду взял 150-ку. Вот. Проехав на ней свой домашний трек, я понял, что я готов ехать на второй круг. То есть мне ехать на нем намного легче и проще. Он абсолютно точно на другой стоит ступени, нежели X-Trainer, ну или другие мотоциклы. Значит, эти мотоциклы имеют все плюсы мотоциклов КТМ и Husqvarna. Фан, ощущение легкости. Свободы. Привет, спортсмены! Сразу вопрос к вам. Какой из этих мотоциклов вам нравится больше, Husqvarna или КТМ? Да, сегодня будем вместе с вами рассуждать на тему, зачем вообще покупать 150 кубов, когда есть 300. Если уж дорожник, то литр. Если уж хард-эндуро, то точно минимум 300, а лучше вообще 500. Все мы проходили через эти ошибки и знаем, что такое, когда вы ошибаетесь с кубатурой. Давайте вместе с вами сегодня порассуждаем, посмотрим и сделаем небольшой тест мотоциклов 22 года 150 кубов. Попробуем разобраться, для кого эти мотоциклы, для чего, ну и вообще, зачем они до сих пор остаются в линейке КТМ и Husqvarna. Мы никуда не пропали, мы готовим для вас огромнейший проект, ну а сегодня для сердца, для души. КТМ, Husqvarna, поговорим с хозяевами этих мотоциклов, разберемся, в какой ценовой категории эти мотики. Начинаем. Ну что ж, спортсмены, рассказать вам про мотоциклы КТМ и Husqvarna мы давным-давно хотели, что касается 150 кубов. Вообще, зачем эти мотики в линейке, когда есть 300-ка, 250-ка, четырехтактные моторы 250, 350, там 450, 500. Взять их просто на тест в салоне было фактически невозможно. И мы все ждали, что, может быть, кто-то из наших друзей когда-нибудь или куда-то мы приедем, и будут эти мотоциклы. И вдруг мне звонит один мой знакомый и говорит: слушай, мы тут всей компанией взяли и купили себе вот эти 150 кубов. А я прекрасно знаю, что ребята ездить умеют, любят, а у них всегда были 300-ки. Человек, который ездит на КТМе, купил себе вот этот КТМ 150 кубов после 300-ки, на которой наездил 300 моточасов. И вот здесь вот родилась интрига. Мне стало интересно. Понятно, что ему хочется фана, ему хочется веселья, ему что-то хочется в жизни поменять. Но зачем это? И вообще для кого это мотоцикл? Вот давайте сегодня вместе с вами поразмышляем и вместе попробуем в этом разобраться. Эндуро, друзья, это огромнейшая семья. Как вы знаете, Новый год нужно проводить с семьей, поэтому мы с Павлухой вас приглашаем в эндуро-тур с 3 по 7 января. Это будет особенным эндуро-туром. Там будет много сказочного, интересного, а главное, конкурсы, призы, подарки каждый день. Это про нас! Невероятные вечеринки по вечерам, ну и, конечно же, целый день катаемся с утра и до ночи. Ну а главное, туда можно приехать с семьей. Ну и самое важное, мы пригласили туда самых лучших эндуро-тренеров и не только эндуро. Эндуро — это что? Навыки триала и мотокросса. И в этом туре мы все это объединили. Александр Михайлович Фролов приедет и будет рассказывать вам каждый день, как правильно ездить триальные секции. Ну а Алексей Глухов, легенда российского, Советского Союза по мотокроссу, будет ставить вам технику. Жду вас в Крыму на тренировках, все в эндуро. Мест остается не так много, вы понимаете, Новый год и все такое, и все хотят туда попасть, поэтому обязательно пишите сейчас Павлухе, а вот кто напишет, дадим вам небольшую скидочку в качестве новогоднего подарка. Дело в том, что эти мотики позиционируются компанией КТМ как, в принципе, мотоцикл начального, и здесь важный момент, и конечного уровня. Вообще, концептуально компания КТМ, в том числе и Husqvarna, родила этот мотоцикл не так давно. Вообще, это был кроссовый мод. Родился он в если не ошибаюсь, в 2018 году вообще в линейке всей мотоциклов КТМ и Husqvarna. Вообще, этот тренд, который снижает кубатуру и уменьшает вес мотоцикла, а главное, смещает его немножко центр тяжести для того, чтобы райдер получал еще больше удовольствия и фана, идет уже с 2018 года.
Очень много, кстати, есть сейчас проектов, которые, в принципе, в интернете занижают вес мотоциклов, убирая лишнее. Это взрослые абсолютно мотоциклы, в отличие от других марок. Здесь не стоит другая вилка, здесь там не урезано ничего фактически, в отличие, например, от той же Беты. То есть это полноценный взрослый мотоцикл, который весит порядка 98 килограмм, а имеет мощности на заднем колесе в районе 30 лошадей. О! Красавчик! Вопрос, который задает мне Василий: чувствовал ли я себя ущербно, когда тестировал этот мотик? Ну нет, это абсолютно такого чувства не было, ущербности точно. Какая-то неполноценность этого мотоцикла, если его сравнивать опять же с 300-кой, тоже нет. Потому что мотоцикл абсолютно точно полноценен, он таких же размеров, таких же габаритов. У тебя нету ощущения, что ты на каком-то недомотоцикле, и он просто не дорос до основного большого мотоцикла, на котором ты ездил раньше. И, знаете, нету такого чувства, что двигатель уж очень сильно, в 2 раза слабее. Хотя здесь 150 кубов даже меньше, чем 150. По документам там, по-моему, 144 куба. И по ощущениям должно быть он слабее в 2 раза, чем 300-ка. Но такого ощущения нету. Если и есть эта слабость, наверное, процентов на 25-30. Но точно не на 50. Возможно, это связано с звездами, которые сюда уже установили владельцы, и они отличаются от стоковых. Здесь 52-я звезда сзади стоит, 1352. В стоке стояла 1348 или 1350. Диванные аналитики точно скажут о том, что низов нет, верхов дофига. Мотоцикл нестабилен, мотоцикл трудный, мотоцикл, на котором нужно уметь ездить. И вы знаете, они будут частично правы. Дело в том, что, конечно же, на 150 кубов, низам по факту взяться довольно сложно. Но компания КТМ удалось их найти. Да, их не так много. Конечно же, когда вы едете на подобном мотоцикле, вы должны четко для себя понимать, что это мотоцикл в первую очередь, на котором нужно уметь ездить. Очень большая ошибка многих нас, когда мы начинаем ездить на двухтактном моторе, мы продолжаем ездить как на четырехтактном. Мы как бы закрываемся посерединке горки и потом открываемся в конце или еще где-то. То есть мы всегда ждем вот эти вот невероятные низы, и главное, их всегда ищем. Ставя себе головки S3, меняя звезды, и вот это всем занимаешься, даже прошивки Extreme. Так или иначе мы с вами их находим. И вот те люди, которые пересаживаются с таким мышлением на этот мотоцикл, конечно же, ничего кроме расстройства не получают. Дело в том, что вот на этом мотике нужно крутить газ, нужно уметь держать строку. Этот мотоцикл никогда не выпрыгнет из-под тебя, что касается именно формата суперкурв, где ты ищешь все время зацеп, и вот под конец его находишь, и мотик из-под тебя вылетает. Здесь всегда ход. Мотоцикл, который учит тебя ездить, как сказал мой один товарищ, как Марио Роман, только бесплатно. Он говорит о том, что нужно всегда подтравливать сцеплением, уметь и чувствовать мотоцикл. Вот это как раз про 150 кубов. Более фанового мотоцикла, который действительно вот все это так вот хорошо делает, я не встречал. Все бревнышки, все трудные какие-то моменты трассы становятся для вас доступнее, процентов на 50. Ребята, которые купили эти мотоциклы, рассказывали такую историю, что когда они едут по своей трассе на своих 300-ках, едут они порядка 2,5 часов, возвращаясь, они больше не хотят ехать по трассе, знаете, ощущение накатался. Я товарищу отдал свою 300-ку, а в аренду взял 150-ку. Проехав на ней свой домашний трек, я понял, что я готов ехать на второй круг. То есть мне ехать на нем намного легче и проще. Фан, ощущение легкости, свободы. Какого-то такого, знаете, велосипедности. Помните, наверное, те самые ощущения, когда мы говорили про обзор про Бету Extreme.
что-то подобное дает этот мотоцикл, только он как-то, знаете, посерьезнее, повзрослее. Вот эта вот подвеска, ну, здесь полноценная подвеска, как на 300-ке, извините меня, ребята. Конечно же, этот мотоцикл располагает вас к безумию. Давайте теперь про негативные части, которые здесь тоже есть. Ребят, это 150 кубов, а это значит то, что этот мотор имеет ограниченный ресурс. Как бы нам с вами от этого хорошо или плохо не было. 40 моточасов. И у вас замена поршня. Но есть и хорошие новости. Дело в том, что цена на все запчасти процентов на 30 дешевле. Вообще здесь, в принципе, знаете, можно назвать так. Рабочее название этого мотоцикла на 30% всего дешевле, проще, в том числе и мощности, в том числе и цены непосредственно на сам мотоцикл, ну и, конечно же, на сами запчасти. Есть предположение, что сцепление здесь тоже будет гореть чуть-чуть больше, точнее, менять его надо будет чуть-чуть чаще, и из-за того, что вы постоянно работаете с сцеплением. Вопрос спорный, поэтому, кто владеет подобным мотоциклом, расскажите, пожалуйста, про свой опыт, сколько вы проехали на нем и сколько вы, собственно, как часто вы меняете на нем сцепление. Еще один очень негативный момент лично для меня – это отсутствие экстрим-прошивки. Давайте вот вспомним всю вот эту хронологию. Помните TPI, которые постоянно задирали? И вроде как компания KTM выпустила специальную прошивку, называется она Extreme. Она, кстати, там добавила низов и сделала так, что мотоцикл стал более стабилен, более глубокие низы, ну а главное, он стал безопаснее. Он подливает больше масла и не экономит масло. Масло, конечно, сейчас уходит побольше, но это не самое важное. Самое важное в том, что мотик стал другим. Вот эта прошивка, к сожалению, на 150-ке недоступна. Поэтому для меня лично этот мотоцикл остается, ну, в таком, знаете, зоне риска, что когда-нибудь ты обнаружишь, что все-таки задиры на твоем моторе появились, и тебе придется поменять половину мотора в силу того, что это, так сказать, особенность TPI. Но будем надеяться на лучшее, потому что мы так и не нашли опыт негативный, вот, что касается вот этого вопроса. Поэтому для нас, конечно же, это пока еще вопрос, висящий в воздухе. Еще один, ну, вроде как негативный, но для меня лично это позитивный момент. Этот мотоцикл заставляет тебя работать на этом мотоцикле чаще. Вы знаете, когда вы садитесь на большой мотоцикл, у вас ощущение, что бы вы ни делали, смещались вперед, назад, вам нужно больше тратить энергии и вот этого всех своих сил для того, чтобы попросить мотик что-то сделать. Ну, например, вы едете перед вами канава, и вам ее нужно перепрыгнуть. На 300-очке вы просто поджимаете подвеску, чуть-чуть приоткрываете газ, разгружаете переднее колесо и перепрыгиваете абсолютно легко. На этом мотоцикле, к сожалению, этого делать не получится. Дело в том, что его нужно все время крутить, он должен быть все время находиться в таком режиме агрессии, и вот с места сигануть это будет сложно. Вот нужно постоянно подкручивать. А еще на этом мотоцикле постоянно приходится переключать передачи. Ну, если вы условно там едете по своему домашнему треку 2-я, 3-я на 300-очке, то здесь вы работаете постоянно 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 4-я, 3-я, 2-я. Постоянно работаете ножкой, это воспитывает в вас очень хороший навык. Вы начинаете работать на мотоцикле, и когда вы уже пересядете на более какой-то серьезный мотик, вы будете четко понимать, как работает мотор, какая должна быть здесь передача, а главное, у вас не будет по биомеханике задержек. Ведь знаете, многие эндуристы, которые садятся на мотоцикл, не имеют базовых навыков, что касается эндуро, что касается вообще управления мотоциклом, и очень часто переключение передач быстрое. Это отдельная тема. Между прочим, ребята из кросса тренируют эту возможность. Они даже делают упражнения специальные на земле, как бы регулируя, как бы подключая передачу в спортзале. Что касается эндуристов, конечно же, мы ленивые, и все мы этим не занимаемся, и поэтому очень часто я вижу, что не хватило именно скорости подключения передач или еще что-то. Этот мотик вас абсолютно точно научит это делать. Хочу рассказать свое мнение про эти мотики. Подожди. А почему на Xtrainer такая длинная очередь? Значит, эти мотоциклы имеют все плюсы мотоциклов КТМ и Husqvarna, которые любят отсутствие вибрации, инжектор,
Из плюсов малокубатурников это малый вес. Из-за этого эти моторы имеют свои минусы. Они плохо ездят в горах, нету запаса по низам, очень быстро закручивается передача, постоянно приходится работать. Это для кого-то плюс, для кого-то будет минус. Повышенный расход топлива. И максимальная скорость этого мотоцикла 70 км в час. Когда ты едешь с ребятами на 300-ках или на 4-тактниках, ты всегда будешь отставать при перегонах от этого участка. Давайте сейчас вместе с вами, парни, посчитаем количество хороших магазинов в торговом центре Формула X. Итак, первый – это, конечно же, Автодом со своими КТМами. Пойдем дальше. Компания Yamaha со своими VR-очками православными тоже представлена в Формуле X. Квадроциклы и всякие большие, огромные машины от компании BRP. Да-да-да, идем дальше. Байкленд со своей Husqvarna и Alpinstar. Кстати, если ты не знал, то скидочку 20% по промокоду «Все в эндуро» в магазине Байкленд продолжаем. Хорошая экипировка для эндуро, для дорожной тематики и, конечно же, все, что связано с мотоциклами, находится в Формуле X. Формула X представлена, ребяточки, еще и народные бренды. Безусловно, конечно, не только дорогая и хорошая экипировка, но и экипировочка подешевле, так сказать, на пару сезонов. Поэтому приезжайте, смотрите, обязательно стоит попробовать. Ну а главное, друзья, когда попадете сюда, берегитесь, точно потратите денег, как я сейчас. Давайте немножко поговорим про мотоциклы, которые стоят у нас в кадре. Дело в том, что это Husqvarna 150 кубов и там КТМ 150 кубов. Это все 22 год. Husqvarna прекрасно, конечно, по дизайну, и я уверен, что много найдется фанатов. И вот, знаете, в Husqvarna действительно ребята поработали прямо над дизайном. КТМ в 2022 году внешне, конечно, немножко обделили, хотя я сам владею маркой именно КТМ. Husqvarna, даже с учетом того, что она прекрасно выглядит, есть небольшие косяки. Это так называемый подрамник, который сделан из хрусталя. Сейчас владельцы Husqvarna скажут, да просто нужно уметь ездить на мотоцикле. Согласен с вами, друзья, но есть в этом и негативные моменты. Поставили на подножку, упал и сломал подрамник. Поехал домой, заплатил 30 тысяч рублей и, собственно, продолжил свое катание. Это для меня была не очень история. Поэтому, конечно же, я выбрал КТМ. Идем дальше. В Husqvarna стоит BrakeTech. Это машинка сцепления. Кстати, многие заблуждаются и думают, что BrakeTech вся технология. Нет, ребята, в Husqvarna только машинка, которая, все вот остальное, цилиндр и диски, это, собственно, все то же самое, как и у КТМ. В отличие, кстати, вот на КТМ легче выжим, чем на Husqvarna. Почему? Потому что КТМ расщедрились и поставили 9-миллиметровое сцепление, и оно дает возможность вообще пальчиками регулировать. В BrakeTech немножко посложнее. Да, конечно, мы не будем сравнивать с какими-то китайцами, где там все это довольно все сложнее, но здесь это, ребята, настоящая музыка, вот что касается КТМ. Отличается это тормоза BrakeTech на Husqvarna. Вот здесь уж по полной программе и полная комплектация, и суппорт, и машинки, все-все-все это BrakeTech. В принципе, я не слышал, что с ними есть какие-то проблемы. Если есть, то обязательно напишите. Слышал, что только проблемы со сцеплением. Поэтому все-таки я бы, наверное, выбирая между этими двумя мотоциклами, конечно же, КТМ. У них все то же самое, как у больших мотоциклов, только добавлен кикстартер. И это, ребята, сейчас опция. Да? Мы сейчас живем в мире в 2021 году, когда кикстартер нужно покупать. Вот эта надежность, с которой мы с вами обычно встречаемся, с которой мы обычно должны встречаться в горах, все, чтобы добраться, там еще что-то, к сожалению, КТМ считает, что достаточно иметь, собственно, хорошего аккумулятора, ту технологию, которую не применяет, чтобы мотик никогда не подводил. И правда, если честно, меня никогда не подводил в этом смысле КТМ, но он у меня, извините, 22 года. А это значит, что новый, а это значит, что еще, собственно, не юзанный, и может еще и подведет. Поэтому
Например, если ставится на 300-очку кикстартер, то заводится она не так, как вы думаете, как, например, это делается с одного кика на 150-ке. Дело в том, что это TPI, и здесь нужна определенная техника завода этого мотоцикла. Ну, какую, посмотрите в интернете, так или иначе. Ну, в общем-то, ребята, я к чему? К тому, что если у вас 300, я вам рекомендую все-таки поставить кик, а здесь он стоит. Еще один неоспоримый минус лично для меня – это прогрессия. Дело в том, что, говорить так неправильно, линк, вот так, наверное, более правильно. Это вот то самая конструкция, которая висит внизу мотоцикла и которая дает тебе возможность, в принципе, более стабильно ехать, если ты умеешь ездить. Ну, а для всех остальных это просто препятствие, на котором ты висишь и которое нужно обслуживать. И это факт. На КТМе прогрессия тоже есть, потому что это заблуждение многих, что типа ее там нет. Но она реализована инженерно немножко другими средствами. Лично я выбираю мотоцикл по принципу, чем меньше ты лезешь в мотоцикл, тем лучше он работает. Тебе не надо обслуживать прогрессию, и тебе не нужно тратить на это время, ты просто сел, завел и погнал. Давайте расскажу про ощущения от этих мотиков. Дело в том, что КТМ принципиально всегда более собранный мотик. Он более агрессивный, более такой вот крепкий, и когда ты садишься на КТМ, вы знаете, в нем характер такого немножко кроссового мотоцикла. Husqvarna всегда, абсолютно на всех, неважно какая у тебя кубатура, мотик более расслабленный. Он как бы плывет, знаете, у него даже настройки подвески, ощущение такое, что оно немножко другая. И мотоцикл такой более френдли, на мой взгляд. Мотоцикл, который немножко больше тебе прощает и немножко меньше провоцирует. Еще один временный минус, что касается Husqvarna, то это, конечно, ручки для брейктека. Дело в том, что пока вот вся эта алиэкспрессная история и люди, которые профессионально занимаются всякими расходниками для мотоциклов, в общем, в ручках есть определенный дефицит. И если вы вдруг что-то сломали, то, к сожалению, быстренько решить в любом магазине, как это делается в КТМ, невозможно. Давайте посмотрим на конкурентную среду, кто, собственно, составляет конкуренцию этим мотоциклам. Riejo Ranger. Мотоцикл очень необычный. Вот тот самый Old Boy, который еще в 2012 году должен был умереть, но по какой-то причине остался. Freeride. То самое старое, которое тоже с корнями КТМ и Husqvarna, точнее только КТМ, но настолько не актуален, что вообще, в принципе, рассматривать его как отдельное стоящее звено рядом я бы не стал. Конечно же, Beta 200, очень крутой мод, очень характерный мотоцикл, ну, как, в принципе, все беты. И, конечно же, мотоцикл Beta X-Trainer. Да, мотоцикл Beta X-Trainer, знаете, у меня прям маленькая с ним любовь, честно вам скажу. И вот Beta X-Trainer, наверное, действительно есть смысл посравнивать. Но в Beta X-Trainer есть низы. Но в Beta X-Trainer нет такой подвески. В Beta X-Trainer есть такой плавный мотор, который как бы разрешает тебе не крутить его, как здесь. То есть ты можешь совершить ошибки. Здесь этого нет. Только full газ, только постоянная работа и движение на мотоцикле. На Beta X-Trainer можно поехать высоко, далеко в горы. На этом мотоцикле это большой вопрос. Наверное, да. Но такого удовольствия, как от Beta X-Trainer с запасом мощности, ты точно не получишь. Beta X-Trainer ниже, и мы это с вами знаем. Это полноценный, мне кажется, супер какой-то даже завышенный мотоцикл. Beta X-Trainer дешевле, и это тоже такой очень момент интимный. Beta X-Trainer фактически такая же вибрация, как и здесь. Да, ребята, здесь она тоже чуть-чуть есть, даже с учетом всех этих балансировочных моментов, которые, валов и прочее, которые мы с вами знаем. Когда вы садитесь на этот мотик, есть ощущение, что он немножко но потом, как только вы начинаете ехать, вообще все исчезает. Ну, фактически, как в новый Beta X-Trainer. Я ни в коем случае не топлю и не пытаюсь на вас повлиять, что касается покупайте бету или еще что-то. Основная моя задача – это рассказать вам правду и сделать так, чтобы у вас было четкое представление о мотоцикле. Сказать, что это плохой мотик,
или мотик, не предназначенный для нашей реальности? Абсолютно нет. И этот очень фановый мотоцикл, который дает вам возможность ехать быстрее, легче, ну а главное веселее. Это мотоцикл, к которому нужно привыкать, потому что это все-таки 150 кубов. И это мотоцикл, который, знаете, перерождает ваше понимание о эндуро. Вот после этого мотика вам уже будет точно ничего не страшно. Вы уже сможете точно все проезжать, и ваш скилл с этим мотоциклом абсолютно точно вырастет. А если вы только новичок и начинаете свой путь в эндуро, то это прекрасный мотоцикл для того, чтобы это сделать легко, быстро, ну а главное безопасно. Ведь чем легче мотоцикл, запомните, это физика, тем проще и доступнее у вас все элементы. На каждом из этих мотоциклов я проехал примерно по часу, может быть, чуть больше. И я скажу, что это, конечно, фан в чистом его виде. Удовольствие от езды на этом мотоцикле, ну, значительно выше, чем на 300-ке 2T. Он легче, он заставляет тебя делать то, ну, что ты на 300-ке не делаешь, потому что все эти препятствия даются легче, все преодолевается намного проще. Мотоцикл прям буквально прыгает, скачет, эти бревнышки, эти подъемы, заезды. Да, нужно больше работать газом, сцеплением, чаще переключать коробку передач, щелкать. Но это как раз тот момент, когда вроде как сложнее ехать на этом мотоцикле за счет вот этих всех переключений, работы рычагами управления. Но с другой стороны и легче, потому что это все-таки учит тебя ехать не на просто тяге двигателя какой-то мощности, а вот крутить двигатель и слышать его, и как вот он буквально поет двигатель, и вот эта песня зовет тебя вот, не знаю, дерзить, что ли, или дурачиться больше, заезжать, ну, какие-то больше делать перекладки, перепрыгивать через бревнышки, находить новые траектории. Ну, я абсолютно точно нашел для себя вот эти самые моменты, когда фан тебя захлестывает и удовольствие намного больше. Да, 150-ка, я готов это признать, что дает больше кайфа. С Beta X-тренером я бы... Нет, не похоже. Но все-таки это мотоцикл, который очень похож на 300-ку, на которой я езжу, на Husqvarna, там, я не знаю, потому что у него нет этих вибраций, он больше похож по геометрии, по эргономике, по всему он поэтому похож. X-тренер, он немножко другой, он ниже, он более приемистый, что ли, я не знаю. У него вот эти вот вибрации, которые, меня не устраивают, так это скажем. Нет, не могу его сравнить, он абсолютно точно на другой стоит ступени, нежели X-тренер, ну или другие мотоциклы. Кому же рекомендовать этот мотоцикл и для чего он? Я во время теста все время об этом думал, и действительно, для кого же этот мотоцикл? С одной стороны, это мотоцикл, который требует от тебя большего мастерства, чем от езды на 300-ке, на той же, или там на 250-ке, потому что здесь мотоцикл нужно все время крутить в звон практически, да, выкручивать ручку газа. Это как раз тот момент, который не получается на 300-ке, практически никто не выкручивает его, потому что, нету такого рельефа, только где-то там в очень затяжных подъемах на высоте. Это тот мотоцикл, где нужно чаще переключать коробку передач, буквально постоянно щелкаешь. Первая вниз, вторая, третья вверх.
все время работать с сцеплением, не просто его выжимать при переключении, а имеется в виду травить, потому что за счет того, что он нужно двигатель раскручивать, все время нужно и подтравливать сцеплением, и за счет него ехать. Так вот эти вот все навыки, они, ну, не для новичка, в моем понимании. Но, с другой стороны, легкий вес и неспособность ручки газа выкрутиться в момент, и когда у тебя мотоцикл вылетает, это, наоборот, поможет новичку. Скорее всего, это мотоцикл двойного такого назначения. Он подойдет как новичку учиться ездить, вот так вот травить сцеплением, работать газом, открывать его, так и профессионалу, который может весь свой потенциал, весь свой навык на нем раскрыть. С днем рождения тебя! Спасибо, парни, спасибо. Все рассказывают о нем, но никто не пробовал. То есть все говорят, что этот мотоцикл, он не для гор, этот мотоцикл под тобой не поедет с твоим весом, этот мотоцикл Сколько ты весишь? Я, наверное, килограмм 95 сейчас. Вот, и сейчас 5 часов покатался, и каждый час мне дает все больше и больше фана. Я начинаю его понимать, я начинаю работать, как на 2Т надо работать с сцеплением. То есть на 300 все ездят как на 4Т, здесь так не поедешь, надо работать. В общем, мопед очень фановый, и я прям все больше в него влюбляюсь. Поменял бы 300-ку на вот этот вот? На что я сделал, я и поменял. Ты тоже продаешь 300-ку? Ну да. Какие ощущения после 300-ки? Ну, то, что этот мотоцикл просто пушинка после 300-ки. На весах разница небольшая, по факту разница огромная. То есть там эти 10 килограмм разницы, даже меньше. Так, когда на нем едешь, думаешь, ну, килограмм 20-25. Есть между ними разница. Прыгать всякие бревна, всякие такие реальные элементы на нем гораздо прикольнее, чем на 300-ке. А нет ощущения, что мотик какой-то ущербный? Ну, кроме мотора, это точно такая же 300-ка, просто с маленьким мотором. Подвески, все органы управления, тормоза, это все такие же, как на 300-ке, поэтому как бы ущербности нет. Ущербность в том, что мы никогда 300-ку не крутим, вот, как ее надо крутить. То есть у нас нет такого уровня езды. С этим мопедом получается крутить. Посмотрим, что будет весной на гонке 100% Геленджик. Ты на нем поедешь 100% Геленджик? Да, хочу попробовать. Когда мотоцикл все-таки удалось купить, и я на нем проехал 5 моточасов, я понял, что 300-ка в этом году мне точно не нужна. В смысле? Продавать. И оставлять только 150? Да, и оставлять только 150. Ты серьезно? Да. Ну что, друзья, каждый высказался и рассказал свою точку зрения, и, в принципе, с каждым я согласен. Например, Павлуха очень четко рассказал про мотоцикл, знаете, вот на уровне кончиков пальца. Вот он его прочувствовал, проездил, прокатался на нем какое-то время, прожил с ним маленький кусочек своей жизни. Слава, например, очень четко обозначил конкурентную среду, рассказав о том, что бета, понятно, топ. Ну, а в свою очередь ребята, Валера и Андрюха, рассказали свою точку зрения, почему они купили и поверили в этот мотоцикл. Я же, ребята, хочу подвести итог и сказать вам следующее. В принципе, не так важно, на каком мотоцикле вы ездите, главное ездить. Ну, а если немножко поглубже, то все-таки, если у вас будет возможность, попробуйте этот мотоцикл, проживите с ним хотя бы полгодика, если вы начинающий, если вы человек, который ищет приключений и 300-очка уже их не дает, и если вы человек, который не верит, что бета топ. Ребята, спасибо большое, вы были на канале Все в Эндуро. С вами были мы, Павлуха, Кирюха, Слава, Валера и Андрюха. Спасибо.